И снова здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Эш, и сегодня у нас мелодетовый дом, или домовый мелодет. Решайте сами на самом деле, поскольку никаким образом это не сказалось на моем личном слушательском опыте, который был, более чем позитивен и приятен. Это была как раз та самая комбинация думметальной тягучести и грустноты вместе с мелодетовой агрессивностью и грубовостью, которую, особо больше нигде и ни у кого сейчас не услышишь. Если вам, дамы и господа, хоть сколько-нибудь нравятся подобные жанры, или же вы просто любите грустные песни из категории потяжелее, то наверняка этот альбом может быть даже и для вас. Это Insomnium. То есть это у нас финская метальная группа, на которую натыкался я довольно случайно и довольно рандомно, и потому довольно поверхностно. Потому ничего конкретного про их предыдущие работы я сказать вообще не в состоянии. Зато я в состоянии сказать то, что музыкантов из этой группы мы могли услышать на альбоме Beelzebub's Pantheon of чего-то там. Я на самом деле забыл, там длиннючее название, но обзор где-нибудь тут или там вы увидите, приложу, на случай, если вы не знаете, что это за ребята. Конечно же, никто из господ из Insomnium не признается, что играет и вокалит еще и в мультяшной симфоблэк группе, но сходство вокалов уж очень и очень выдает. Мои впечатления и ожидания от альбома формировались исключительно синглами, которые наконец-то давали сильные и грамотные мелодии и рифы зарубежной эстрады, а не просто монотонное долбилово или же клишейные мелодетовые ходы, от которых, реально уже подташнивает. В результате я ждал похожего впечатления от всего альбома, где нам будет дан этот мелодетовый подход к сочинению и думовый к исполнению. И я не разочаровался на этот счет на самом деле. Сейчас постараюсь объяснить чуть детальнее, что я имею в виду. Итак, «Сердце как могила» или «Heart like a grave». Очередной альбом господ, который, я так предполагаю, в очередной раз рассказывает мрачно, меланхолично, депрессивные истории о пропащих людях, уставших от всего и от самих себя в частности, потерявших все самое дорогое и не способных наверстать упущенное. Как говорят сами господа, этот альбом — это изображение, это комплексное изображение такой себе финской меланхолии, которая такая же темно-серая и холодно-депрессивная, какой и кажется. Здесь текст об очень холодной скандинавской среде, полной снега, ветра и повсеместного холода, среди которого происходят чужие трагедии и личные самокопания. Здесь прослеживается один общий человеческий образ, который живет в этом мире и каждый раз выбирает из двух зол худшее, как, собственно, и поется в треке Valediction, где он выбирает эту темнейшую дорогу, ведущую куда-то из горящего мира. Вообще, по своей форме текст мне напоминает что-то похожее на сказки Андерсона. Если бы он их писал, намного депрессивнее, естественно, намного взрослее и глубже по содержанию. Здесь описываются сюжеты, как смерть ребенка в снегу в рождественское утро и внутренние баталии человеческих образов, полные агрессии, тревоги, боли, посреди такой холодной и темной, твердой, очень жесткой природы. Причем, намного больше и глубже текст как раз описывает природу и создает атмосферу этой беспощадной зимы, среди которой никто не может быть счастливым. Но, если вам не удается понять содержание текста ввиду языкового барьера, то вообще не беда. Больше того, даже знание языка не очень поможет вам до конца врубиться в содержание текста с первого раза, поскольку оно реально расплывчато до безобразия. Тем не менее, музыкальный контент альбома даст вам вышеупомянутого настроения и атмосферы в изобилии. Все как раз из-за того, что мелодетовое сочинение и думовое исполнение альбома дублирует весь этот печальный фатализм и пронизывает им слушателя за счет гитарных партий в первую очередь. Ура! Наконец-то! Здесь практически нет сверхбыстрых пассажей. Все в таком средне-медленном темпе для более грувовой ритмики, что позволяет практически каждому треку длиться, в среднем 5-6 минут. Каждый из таких песен крутится вокруг одного реально сильно пробивного и запоминающегося солячно-гитарного такого себе лика, это английский термин для такой короткой гитарной мелодии, не суть важно, к которому идет возврат несколько раз через как раз такие традиционные мелодетовые подходы, мелодические структуры и прочее. И да, каждый раз через разный кусок, естественно. Если набросать примерную схему, то имеем примерно следующее. То есть это у нас интро, куплет, предприпев, припев, причем 2 раза. Затем бридж, постбридж, припев и аутро. И естественно, каждый из этих структурных кусков не является ресайклом друг друга, так как все максимально оригинально. При этом логически переходит друг в друга, идеально и вообще без усилий. Вообще, если включить альбом и не обращать внимания на трек-лист, можно смело потеряться во впечатлении. Так, а это сейчас что было? Это сейчас новый трек начался или это старый еще идет? Короче, я такое разнообразие очень-очень люблю и ценю, поэтому и вам очень рекомендую его на зацен. Вокально здесь все просто. Понятно и без лишних задвигов. Экстрим служит больше таким однородным способом донесения текста, когда интересный чистый вокал врезается там, где меньше всего ждешь, что создает такой определенный вау-эффект и впечатление по типу «а чё так
можно было. И потому получается, что мелодетовые гитарные структуры и мелодии сливаются идеально с домовыми вокалами. Хотя, безусловно, в думе бывают намного злее, намного мелодичнее, намного жестче вокалы, но мы сейчас не об этом. В итоге, я остался очень и очень доволен этим альбомом, поскольку мне давно хотелось мелодета не про пиздострадание и не про пустую агрессию на всех и вся. Мне как раз не хватало атмосферности и настроения, которое чувствовалось бы и без слов. И данные господа дали действительно уникальный слушательский опыт, где из акустических гитар мгновенно может пройти взрыв на метал, да, с таким мощным экстримом, а не с традиционным думовым песнопением или бормотанием. И самое главное, гитарам наконец-то дали раскрыться в этом году, впервые, за долгие годы, показывая, что они могут не просто нарезать квинты, не просто брейкдаунить нули и скоростить арпеджио по делу и без дела. Наконец-то мы услышали гитарные мелодии, от эпичности которых даже мурашки по коже иногда шли. Трек Mute is my sorrow тому подтверждение, кстати. Но я был бы не я, если бы не плюнул ядом в хронометраж. Он реально мог бы быть, слегка покороче. Чуть-чуть, поскольку не всем трекам, стоило длиться дольше 5 минут, это правда. И все равно, это не портит финальное впечатление. Это, безусловно, очень и очень хорошая работа, которую нравится переслушивать как раз в такое демисезонно-осеннее настроение. 4,5 из 5. А так это все на сегодня. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось данное видео, то ставьте лайк. Если вы оказались тут впервые, то не забудьте подписаться на канал. Напишите в комментариях, слушали вы альбом или нет, понравился вам альбом или нет, и на что мне сделать обзор в будущем. Также не забудьте поделиться своим мнением со мной в Твиттере, ссылочку к нему вы найдете в описании к данному видео. А так, это все на сегодня, дамы и господа. Всем спасибо и всем пока!